Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром появилась очень обнадеживающая новость о сотруднике комитета и известном телеведущем Николае Дроздове, который со вчерашнего дня находился в реанимации Московской больницы. Дроздову стало лучше, и жизнь Николая Николаевича на данный момент находится вне опасности. Несмотря на улучшение здоровья, Николай Николаевич пока находится без сознания и еще не знает о страшной трагедии, которая произошла в его семье. Настоящий праздник сегодня у народного артиста России, артиста российского балета Николая Цискоридзе. Николай Максимович сегодня с самого утра принимает поздравления. Звезду российского балета удостоили почетной грамоты за вклад в российскую культуру, а также наградили орденом за заслуги перед Отечеством. Отметим, что Николай Цискоридзе – это не только знаменитый артист, но и добросовестный сотрудник комитета. Николай Максимович работает в организации третий месяц. Большая потеря в мире российской культуры и кинематографа. Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России, актер Анатолий Хропов. Анатолию Николаевичу Хропову было 60 лет. Причиной смерти известного актера стало онкологическое заболевание. На счету заслуженного артиста России более 100 ролей в кино и сериалах, самые известные из которых «Улицы разбитых фонарей», «Казнить нельзя помиловать», «Папины дочки», «Прощание славянки» и многие другие. Прокуратура Российской Федерации и команда Никиты Михалкова продлила арест семье Ксении Собчак, которая на данный момент находится в камере временного задержания до 3 месяцев. Данное решение было принято сегодня на утреннем совещании руководителей организации. По самым последним данным, суд над семьей Ксении Собчак, которая обвиняется в преступлениях разной тяжести, среди которых покушение на сотрудников комитета, получение денежных взяток и многие другие, состоится 1 апреля этого года. По актуальной информации от Следственного комитета Российской Федерации, семье Ксении Собчак суммарно грозит до 17 лет лишения свободы. Настоящий гражданский мужской поступок совершил известный российский актер Иван Охлобыстин. У Ивана Ивановича все в порядке с совестью, но свое здоровье он подорвал. Вчера вечером, возвращаясь домой, известный актер заступился за девушку и вступил в неравную схватку с 3 хулиганами. Девушку он защитил, однако сам оказался в больнице. У Ивана Ивановича серьезная черепно-мозговая травма. Центральные СМИ сообщают о колоссальной драме, которая произошла в семье известных российских патриотов, режиссера Тиграна Кеосаяна и журналистки Маргариты Симоньян. Только вчера вся страна переживала за Тиграна Кеосаяна, который перенес клиническую смерть и оказался в коме. Однако беда одна не приходит. И сегодня стало известно о новой трагедии. Маргарита Симоньян, как заботливая супруга, каждый день навещала своего мужа в больнице, и сегодняшнее утро не стало исключением. Сегодня в утренние часы Маргарита Симоновна навещала своего супруга, который находился в одной из московских клиник, однако дойти до мужа она не смогла. При въезде в больницу на Маргариту Симоньян было совершено нападение. Несколько неизвестных личностей нанесли журналистке серьезнейшие ранения. Однако самая главная трагедия – это погибшая дочь журналистки, которая пришла в больницу вместе с ней. На данный момент к месту происшествия подъехала полиция и бригады скорой помощи. Помимо этого, Следственный комитет Российской Федерации отрабатывает версию, что Тиграна Кеосаяна могли отравить, и он мог оказаться в коме не из-за проблем с сердцем, а в результате отравления. Министерство обороны Российской Федерации сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. 2 дня назад в результате участия в спецоперации погиб молодой российский актер,
телеведущий канала ТНТ Владимир Раков. Владимиру Ракову было 30 лет. На спецоперации он находился полгода. Бывший министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, который на данный момент находится в следственном изоляторе города Москвы, сегодня утром был отправлен на первый допрос. Сергей Шойгу полностью признал свою вину и документально подтвердил, что действительно принимал участие в поставке некачественного оборудования в зону спецоперации, а также в получении крупных денежных взяток. По словам начальника Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, протокол данного допроса будет направлен Верховному главнокомандующему, чтобы тот лично мог убедиться во всех обвинениях. Отметим, что команда Никиты Михалкова уже не первый раз арестовывает Сергея Шойгу. Однако всякий раз ему приходили на помощь друзья из высших эшелонов властей. Пресс-служба комитета сообщает о нескольких трагедиях, которые произошли в мире шоу-бизнеса за последние сутки. Скоропостижно ушел из жизни один из самых богатых людей города Москвы и Российской Федерации, российский актер и владелец сети ресторанов Кирилл Гусев. Кириллу Гусеву было всего 46 лет. Причина смерти не уточняется. Под началом Кирилла Гусева только в Москве и Санкт-Петербурге работало 24 ресторана, а всего на территории России их насчитывали более 150. Еще одна печальная новость. Сегодня утром в Турции, в городе Анкаре, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб сын известного актера Александра Дьяченко. По данным местных СМИ, сын Александра Дьяченко не справился с управлением автомобиля. Александр Дьяченко не был на месте трагедии, так как в это время был задействован на съемках нового фильма. Благодаря упорству и старанию антикоррупционному комитету Никиты Михалкова все-таки удалось добиться справедливости в отношении мэра города Москвы Сергея Собянина, который обвиняется в присвоении пенсионных денег, а точнее 13-й пенсии за декабрь 2024 года, тех пенсий, которые предназначались пенсионерам города Москвы. Сегодня утром Сергей Собянин был отправлен в камеру временного задержания. Также в камеру были отправлены два родственника Сергея Собянина, члена его семьи, старший брат и младший сын. Родственники Сергея Собянина были замешаны в криминальной схеме. На их финансовых счетах оказались деньги пенсионеров. Никита Сергеевич Михалков, комментируя данное событие, заявил, что главная задача организации – это достойная жизнь пенсионеров. Цитата. «Всякий чиновник, который захочет залезть в карман пенсионеру, будет жестко наказан, вплоть до уголовного наказания», заявил Никита Михалков. Сегодня свой день рождения празднуют две известные российские артистки – актриса Марина Ниелова и певица Екатерина Семенова. Марине Ниеловой исполняется 78 лет, а Екатерине Семеновой – 64. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.